Здравствуйте, господин Chirov. Спасибо, что вы нас приняли здесь, в вашем институте, где вы работаете. Alors, nous sommes avec monsieur Alexandre Chirov, qui travaille régulièrement avec Jacques Sapir, notre économiste. Alexandre Chirov travaille à l'Institut de prévision économique, qui est ici à Moscou. Donc vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de l'analyse et de la prévision de l'économie russe, mais pas que russe, aussi européenne et mondiale, même si votre champ premier d'application, c'est l'économie russe. Et c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir pour comprendre comment les choses se passent. Vous êtes un spécialiste en recherche macroéconomique. Et aussi vous vous intéressez à cet aspect qui intéresse tous les citoyens, qui est la compréhension de la manière dont sont prises les décisions en politique économique. Et pourquoi elles sont prises et si elles sont rationnelles ou irrationnelles. Donc bien sûr, vous êtes docteur en économie, vous êtes également professeur de l'Académie des Sciences de Russie, vous enseignez à l'Université de Moscou, et vous êtes directeur de l'Institut de prévision économique. Oui. Bonjour. Bonjour, et merci. Ну, мы здесь, в России, потому что через несколько дней будет саммит БРИКСов в Казани, и это является как огромные изменения в мировой геополитике и тоже в экономике. В то же самое время идет война в Украине, и с этой войны, ну и даже с 2014 года идут санкции от Запада против России. И, конечно, это меняет экономику. И в первую очередь нам интересует, какая ситуация в русской экономике связана с этой санкцией. На самом деле, мне кажется, что очень полезно обсуждать вопрос о том, в какой степени санкции повлияли на российскую экономику, что сейчас она собой представляет, каковы ее перспективы. Это полезно не только потому, что мы, изучаем тот предмет, который является главным для наших исследований, то есть это экономика нашей страны, национальная экономика, но это и полезно для того, чтобы понимать, насколько изменился мир за последние несколько лет. И эти изменения не только связаны с тем, что происходит во взаимоотношениях России и развитых стран, а это связано с тем, как меняется вообще конфигурация всей мировой экономики. Значит, то, что происходит с экономикой России под воздействием санкций, это результат двух ключевых факторов. Первый – это изменение мировой экономики, и второй – это внутренних процессов, которые происходят здесь, в России. Если мы говорим про мировую экономику, то за последние 20 лет ситуация складывается таким образом, что вес крупных развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Россия, Индонезия, ну и ряд других, он начинает сильно увеличиваться. Сейчас из 5 крупнейших экономик мира 3 – это экономики развивающихся стран. Это Китай, это Индия и это Россия. Еще через 5 лет в этой пятерке с высокой вероятностью будет 4 развивающиеся страны и только одна развитая – Соединенные Штаты. Что это? О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эти страны, новые лидеры мировой экономики, к которым мы относим, вот опять же, и страны глобального юга, и Китай, ну, Россия, тут можно спорить, насколько она лидер, да? В самом случае, это очень крупная экономика, которая находится в пятерке. 4-е или 5-е место занимает Россия. Это можно про это спорить профессионально, да, там, с цифрами. Но в реальности мы понимаем, что это очень крупная экономика, это очень крупный рынок. Так вот, роль этих стран в мировой экономике выросла. И естественным образом растет запрос этих стран на большую независимость в принятии решений. Главный конфликт между развитыми и развивающимися странами, он связан не с тем, что происходит сейчас в Украине, и не с какими-то геополитическими потрясениями. А главный конфликт связан с тем, что конкуренция
в мировой экономике, прежде всего между Соединенными Штатами и Китаем, возрастает по естественным причинам. По сути, сложность экономики США и сложность экономики Китая очень сильно сравниваются. И вот эта конфликтность, эта конкурентная борьба между развитыми и развивающимися экономиками, она, конечно, приводит к определенным негативным последствиям для всей мировой экономики. В общем, задача, конечно, состоит всего мирового сообщества в том, чтобы эта конфликтность каким-то образом не привела к тяжелым последствиям. Если же мы говорим про экономику России, то санкции, которые наложили на нас развитые страны и в 2014, потом в 2022 году, они недостаточно действенны с точки зрения мировой экономики. Ровно потому, что влияние западных стран сильно сократилось за последние десятилетия. Если, допустим, в 90-е годы, в конце 90-х годов, доля товаров в экспорте мировом, которые контролировались западными странами, развитыми странами, составляла примерно 60 с лишним процентов, 65% примерно, то вот перед началом событий в 2021 году это всего 40%. То есть мы видим, что роль развитых стран сильно упала. И это значит, что у развивающихся экономик, у так называемых, как я и говорил, дружественных стран, то есть это и развивающиеся экономики, та же самая Турция, Китай и Восточная Азия, они совершенно не готовы жертвовать российским рынком ради интересов крупных развитых экономик. И вот в этом главная дыра в этой системе санкционного давления, что касается мировой экономики. А что касается России, здесь можно много факторов приводить в пользу того, почему так случилось, что, несмотря на этот вот 9-й вал, как мы говорим, от санкционного давления, экономика России не только не сократилась, а даже выросла. Но, на мой взгляд, ключевой фактор здесь то, что уже в ходе событий 2014 года было понятно, что наиболее уязвимыми секторами российской экономики являются сельское хозяйство, финансы, фармацевтика, энергетика, сектор IT. И, собственно, правительство Российской Федерации в период с 2014 по 2022 год сделало очень много усилий для того, чтобы по этим направлениям каким-то образом ситуацию, возможно, потерь минимизировать. Здесь были потрачены серьезные ресурсы. И, например, по обеспеченности продовольствием Россия полностью стала независимой, прежде всего, опять же, стран Европейского Союза. Что касается финансов, то были созданы аналоги систем Visa, MasterCard, это российская система, МИР, была создана система быстрых платежей, которая тоже поддерживает, потребительский спрос, и была создана система, которая является аналогом системы SWIFT. И вот, собственно, все это привело к тому, что в финансовой области серьезных потерь не было. Наконец, на мой взгляд, одна из проблем состоит в том, что те люди, которые выводили санкции, или те группы экспертов, которые советовали, а как же наиболее больно ударить Россию, они не очень хорошо понимают, как устроена экономика России, нашей страны. Так, кстати, это нам интересует, потому что если смотреть, как принимаются решения, видно, что есть фирмы-назадатели, которые либо не знали, что есть уже санкции с 2014 года, и что уже по России были приняты какие-то решения, чтобы обойти эти санкции и сами по себе решать проблемы. И это было неплохо успешно. Смотрите, когда будут какие-то либо ограничения какого типа, то у них есть цели краткосрочные и более долгосрочные. Далее того. Если говорить, например, про санкции против, предположим, Ирана, условно, да, то они в основном носят долгосрочный характер. Но в случае с Россией
На мой взгляд, ожидания были и связаны с краткосрочным периодом. То есть санкции вводились для того, чтобы быстро изменить политику. Ну, предположим, так сказать, через запрет на использование резервных валют, то есть доллара, фунта, иены, либо через невозможность получить доходы от внешнеэкономических операций. А в чем здесь был просчет или проблема? Значит, Россия, как мы уже говорили, 4-я экономика мира. Продукция, которая производится в России, да, можно, конечно, сетовать на то, что это сырье, это энергия, это нефть, газ и так далее, уголь, металлы. Но эти продукты, они необходимы не только развивающимся странам, они необходимы всем. Если Европейский Союз отказывается от российской нефти или от российского газа, то это значит, что Европейский Союз будет покупать эти продукты у других стран. А производство этих же самых энергоносителей ограничено. И это значит, что продав, допустим, природный газ в Европейский Союз, Катар не сможет продать ему уже Китай тех объемов. И что произошло? Фактически, да, конечно, Россия понесла какие-то убытки за счет перестройки логистических цепочек, из-за того, что возникли вот эти спреды на нефть, на газ. То есть мы вынуждены были продавать эту продукцию первые месяцы или там первый период вот этого санкционного давления ниже того, что мы могли получить на европейском рынке. Но в глобальном смысле это привело просто к общему росту цен, потому что издержки выросли для всех. Потому что все товарные потоки, которые исходят из России, они так или иначе нашли своего покупателя. Потому что из рынка, например, Юго-Восточной Азии ушла часть продукции, которая поставлялась раньше туда, и она была переориентирована на европейский рынок. А российская продукция пришла, заместила эти объемы своей продукции. Поэтому, еще одна проблема тех, кто принимал это решение, состоит в том, что они не учли масштаб включенности России в мировые цепочки создания добавленной стоимости. Россия участвует в большом количестве цепочек создания добавленной стоимости по всему миру. Да, мы туда включены через наши сырьевые товары, преимущественно. Ну и что? Без сырья, извините, пожалуйста, ничего не получится. Не готовые изделия, не автомобили без металла, и так далее. Вот это, конечно, еще раз, на мой взгляд, непонимание того, как поменялась мировая экономика, как тесно переплетены теперь экономики различных стран. Вот это была одна из ошибок тех, кто вводил вот эти самые санкции. И на самом деле, если отмотать назад и подумать о том, что насколько российская экономика оказалась устойчива, то, в общем, конечно, версия про то, что можно быстро привести к экономическому поражению России, это, в общем, была неправильная версия, она привела к неправильному решению, которые, собственно, эскалировали этот самый конфликт. When we see the effect of the sanction on the Russian economy, and when we see the backlash effect especially on European economy, why, from your point of view as a Russian economist, are European leaders continuing to put new sanctions while the first ones didn't work that well, and once again they are backlashing on European economy? На мой взгляд, что касается европейцев, европейцы главные пострадавшие могут от этой истории. Мы по России тоже, конечно, пострадали, ничего нельзя сказать, но европейские страны, особенно Германия, на мой взгляд, являются главными, лузерами в этой истории. Но я не верю в то, что немецкие экономисты или немецкое правительство не понимало, к чему может привести вот этот разрыв торгово-экономических связей с Россией. Потому что на протяжении, я не скажу, что века, но в том случае десятилетий конкурентоспособность германской экономики была связана с получением доступных конкурентоспособных ресурсов из России. Фактически российская и немецкая экономики были теми странами, которые на европейском континенте дополняли до выработки. Потому что нам требовались немецкие машины, оборудование, технологии,
значит, немцам требовались наши силовые присутствия. Поэтому, когда мы говорим о том, что несмотря на эти вот риски, немецкое правительство все-таки пошло на санкционное давление, мы должны констатировать, что ставки в этой игре были гораздо выше, по-видимому, чем чистый экономический эффект. Речь шла о том, что действительно вот эта смена мирового порядка, попытка разорвать, значит, эту вот систему, значит, основанную на правилах, да, фактически это больший урон конкурентоспособности развитых стран, прежде всего европейских стран, чем даже вот, так сказать, те потери, которые немецкая экономика. То есть вопрос перешел из чисто экономической плоскости, вопрос уже как бы позиционирования Европы и в целом развитых стран в мировой экономике. Потому что если мы говорим о том, что под воздействием вот этих событий и в финансовой сфере, и в торгово-экономической сфере, и в какой-то, так сказать, других вещах, связанных с торгово-экономическими взаимоотношениями, статус-кво не будет установлен, то, конечно, роль вот этих вот новых лидеров мировой экономики, крупных развивающихся стран, естественным образом вырастет сама по себе. И это значит, что конфигурация всей мировой политической, значит, поляны, как это можно сказать, плоскости, у нас станет другой, да? И для Европейского Союза, который испытывает явные проблемы с конкурентоспособностью, даже если бы событий 2022 года не было, конечно, такое развитие событий является гораздо более рискованным, чем даже, например, для экономики США. Потому что, на мой взгляд, с точки зрения эффективности производства, эффективности экономики, американцы все равно будут доминировать в развитом мире, а это значит, что если, значит, ситуация будет как развиваться, как я говорю, в пользу фрагментации мировой экономики, создания новых центров силы, но прежде всего мы имеем в виду Китай, то Америка-то никуда не денется. А вот европейские экономики от этого, конечно, могут стать довольно сильные. Поэтому, вот, на мой взгляд, вот эта вот угроза, значит, некоторого такого вот дисбаланса в торгово-экономических отношениях для европейцев даже более значимым фактором являлась при принятии решений, чем, значит, вот, ну, отказ от этого санкционного давления или его смягчение, или каких-то других вот факторов. То есть, на мой взгляд, тут, ну, просто в некотором смысле и развитые страны России вошли в такую ситуацию, которая в шапках называется цуцуак, когда каждый следующий ход все равно хуже предыдущего. If you continue on this chess analogy, and if war continues in Ukraine, and if Euro leaders continue to support Ukraine, try to do more sanctions, as they did recently in the Euro Parliament, they voted for the right for Ukraine to fire long-range missiles, European missiles or American on Russian soil. And plus they added new sanctions and they proposed to cut completely all resources coming from Russia. Could the Kremlin decide by himself to cut completely all commercial relations with Europe as an economic act of war? Say, okay, if that's what you want, well, we will not send you anymore anything. Ну, я верю все-таки в то, что любая эскалация в данном случае, она имеет свои границы. И это значит, что, во-первых, мы понимаем, что ресурсы обоих сторон, ну, как бы под второй стороной я имею не просто Украину, а это значит и Европу в том числе, они, в общем, не безграничны. А вот эти вот экономические потери, которые несут страны, экономические потери,
они, конечно, не являются критическими пока, но все равно вот этот длительный период напряжения, он, в общем, рано или поздно должен подойти к какому-то вообще политическому решению. Вот. Вопрос состоит в том, где, собственно, мы остановимся. Потому что, можно, конечно, рассуждать вот о ракетах, там, которые будут на дальнее расстояние летать, но нужно понимать, что это, в общем, скорее риторика, чем фактический какой-то вклад или, так сказать, в успех там, украинской стороны или потери для России, потому что, ясно, что огромного количества этих ракет физически просто нет, значит, никакого серьезного влияния на события они оказать не могут. А вопрос в том, где будет найден баланс между интересами, в данном случае, России и коллектива ЗАТТа. И тут у нас вопрос и экономический, и, конечно, геополитический. Что касается экономики, то, конечно, нужно же просто понимать, что другого естественного торгово-экономического партнера, долгосрочного, причем да еще и который обеспечивает точно свои обязательства на ином промежутке времени, как Россия, у Европы никогда не было. Мы вот часто говорим про евроатлантическое партнерство, да, но с экономической точки зрения. Что происходит? Американцы продают сейчас европейцам те продукты, от которых они оказались в России, например, сжиженный природный газ, по более высокому ценнику. Что касается в области, так сказать, трансфера технологий, то мы видим, что все больше европейских компаний принимают решение о, переезде в Соединенные Штаты. Но это ровно то, про что я говорил, когда считал, что, американская экономика в любой его конфигурации все равно она, в общем, останется в таком плаву. А вот что касается Европы, то здесь определенные проблемы. Ясно, что предел ощущения потребностей большей части европейских экономик близки к пределу. То есть инфраструктура построена, население обеспечено товарами длительного пользования. Да, конечно, есть проблемы бедности, есть проблемы миграции, но потенциала роста нет. Вот что главное. Что может дать этот потенциал? Какие-то масштабные структурные сдвиги. Например, экологическая повестка, климатическая повестка. Что мы видим? Что стоимость энергии растет, и это просто добивает европейскую промышленность. Да, мы видим, что во Франции, где есть атомная энергетика, ситуация чуть получше. Но в Германии, которая от нее отказалась, ситуация вообще в этом смысле тяжелая. У нас в институте мы много делаем на расчетах, да? И получается, что если стоимость энергии, затраты на энергию начинают находиться на уровне выше 10% ВВП, то экономический рост стремится к нулю. У меня очень серьезное опасение, что значительная часть европейских стран, особенно северных стран, она примерно уже к этой ситуации приблизилась. Потому что постоянное субсидирование тарифов на возобновляемую энергию, ветер, газ, когда нет, все не работает. А дешевый газ из России теперь уже приходит. Вместо него дорогой газ из Соединенных Штатов, дал здоровье. И это много влияло. Ситуация в Германии. Только что сказали месяц назад, что не будет рост 0,3%, а будет ниже 0,3%. Но в чем проблема роста в Европейском Союзе? Это проблема и в России есть. Что если у меня, говорю, что мы должны расти как минимум на 3% в год к России. Если Россия на 3% в год, это значит, что нам будет трудно обеспечить тот набор обязательств, которые есть в том числе в нашем бюджете. В Европейском Союзе такая же история. Огромный набранный объем социальных обязательств. Это пенсионное обеспечение, социальное страхование, и так далее. Это все работает только тогда, когда в экономике есть какой-то экономический рост. Как только этого роста нет, мы попадаем в ситуацию, еще раз, Россия есть не исключение, мы попадаем в ситуацию, когда мы вынуждены начинать каким-то образом поджимать наши социальные расходы. А это ясно, что очень тяжелая история, это неприемлемо для общества. А как вы думаете, рост русской экономики будет на 3% в будущем? В этом году рост нашей экономики может быть почти 4%. То есть этот экономический бум, я бы это так назвал, который начался в 2023 году, то есть когда произошла адаптация к новым условиям,
когда наш бизнес начал занимать новые рынки, и когда государство начало поддерживать определенные сектора промышленности, не только оборонную промышленность, но и ориентированные на производство, ориентированные на более наукоемкое производство, более наукоемкой продукции. Так вот, этот бум, он продолжается уже практически 1,5 года. Понятно, что удерживать такие высокие темпы экономического роста долго, трудно. Те производственные мощности, заводы, фабрики, которые могут выпускать конкурентоспособную продукцию, постепенно полностью загружаются, и производство как на 100% уже, значит, задействовано. Поэтому нужны другие производства, нужно инвестировать. Инвестиции – это более сложная история, чем просто взять и на том же самом предприятии увеличить производство там, на 20, на 30%. Вот сейчас мы находимся в той стадии, когда мы переходим от роста, который ориентирован на загрузку того, что есть, то есть вот как бы реализация таких вот свободных ниш на новом российском рынке. Здесь нам, кстати, тоже помогли западные компании, которые ушли с российского рынка и потребительских товаров, и инвестиционных товаров. Они освободили возможности, и бизнес активно в этом участвует. Но вот этот вот момент перехода от загрузки мощностей к строительству новых производств, это период, когда очень высок запрос на активную экономическую политику со стороны государства. Сейчас государство формулирует новые национальные проекты. На эти средства, на эти проекты тратятся приличные финансовые ресурсы, которые измеряются, там, сотнями миллиардов евро. То есть это большие деньги. Это существенная часть нового федерального бюджета, который будет в 2025 году и в 2026-2027 году. Соответственно, вот от того, насколько эффективно эти средства будут потрачены, зависит очень многое. Хотя, еще раз, определенные признаки замедления экономического роста мы видим, но они связаны, опять же, вот я говорю, с тем, что мы из одной стадии переходим в другую. То есть в российской экономике, как я вот сегодня как раз коллегам с вами говорю, мы за 2 года прожили такой период времени, который в нормальных стационарных условиях потребовал бы 10 лет. Насколько серьезные сдвиги в структуре производства, доходов, цен у нас происходят. Мы получили существенный импульс роста реального сектора промышленности. С одной стороны, понятно, что это оборона и оборонно-промышленное производство, а с другой стороны, это производство, например, мебели, других товаров потребительских, потому что зарплаты у людей растут доходы, и не готовы тратить эти деньги на то, чтобы обустраивать свое жилище, ну и так далее. Да? Вот, то есть проблемы макроэкономические у нас есть, они существенны. Часть из них вызваны санкциями, надо это признавать. Но при этом, конечно, если мы посмотрим назад, вспомним, как мы оценивали перспективы экономики, где-нибудь в апреле-мае 2022 года, то я могу сказать, что большинство экспертов были сильно удивлены той реакцией, которая последовала за вот этим множеством санкционных. Maybe with this economic boom you have in Russia, we may have two problems. One is the problem of the manpower. I think that your level of unemployment is you can go under 0.4%. Yes, That's 2.4. It's zero in economy. Yeah. And the other one is the risk of inflation. Начнем по порядку, потому что на самом деле та ситуация, которая на рынке труда сложилась, она непосредственным образом влияет и на инфляцию. Действительно, как я сказал, Россия пробежала 10-летний промежуток за 2 года. Но мы понимаем, когда мы так быстро движемся, бежим, например, по беговой дорожке, то, у нас возникает масса проблем. Мы быстрее устаем, и так далее. Что произошло? Если в отдельных видах машиностроительных производств, самых разных, и в производстве электроники, и в производстве самолетов, кораблей, железнодорожного подвижного состава, темпы
роста выпуска, производства составляли 20-30% год к году, в 2023 и 2024 году, то понятно, что это возможно только при условии, когда мы сначала максимально увеличиваем интенсивность производства на каком-либо предприятии, потом мы вводим вторую смену, то есть у нас работают люди 8 часов, потом вторая смена работает еще 8 часов, и в конце концов мы вводим третью смену, которая работает тоже 8 часов. И понятно, что вот эти люди, которых мы набрали во вторую и в третью смену, новые работники. Мы их взяли с рынка. Их еще надо найти, потому что должны быть квалифицированные рабочие, которые, значит, умеют работать со станками, с машинами, оборудованием. Где их нашли? Их нашли прежде всего, допустим, в секторе жилищно-коммунального хозяйства, где понятно, что слесарь, который обслуживает водопровод или электро какие-то там коммуникации, он, в общем, способен работать на этом заводе. Как его привлекли на этот завод? Ну, если он, допустим, получал 1000 евро на своем предприятии ЖКХ, обслуживая какой-то дом или 5 домов, то ему предлагают 3000 евро для того, чтобы он перешел на промышленное предприятие. И, конечно, он, будучи человеком рациональным, делает этот выбор. И, собственно, вот ситуация на рынке труда разворачивается примерно по такому вот сценарию. Соответственно, в машиностроение пришло большое количество работников, которые стали получать более существенный зарплат, чем они получали до сих пор. Возник дополнительный спрос. Но я говорю про один завод, а если мы представим огромную страну, да, значит, шестую часть суши мира, то понятно, что это очень серьезное движение работников, хотя вот не нужно тоже это переоценивать. Вот, например, если мы возьмем, ну, предположим, сентябрь 2024 года и сравним с тем, что было в сентябре 2023 года, то мы увидим, что общее перемещение работников по экономике и увеличение спроса в атом составило, ну, примерно 200 тысяч человек. 200 тысяч. При том, что количество работников общее в российской экономике это примерно 73 миллиона человек. То есть, конечно, цифры большие, это сотни тысяч человек, но если мы сравним с общим количеством работников, то это не так много. Так вот, вот этот рост зарплат, он же не закончился тем, что мы набрали рабочих на завод, и они стали там выпускать автомобили, либо самолеты, либо, значит, локомотивы для железных дорог. Нет, они же ушли откуда-то. Это значит, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства остались без работников. И для того, чтобы этих работников привлечь, они тоже увеличивают зарплату. И вот этот вот дисбаланс спроса и предложения, он привел к тому, что двинули зарплаты по всей российской экономике. То есть начали увеличиваться зарплаты практически во всех секторах. И я бы сказал, что это хорошо. Ведь до сих пор, до 2020 года, мы всегда говорили, что... В конце концов, что сегодня? Ну, в конце концов, это рост доходов населения. Но важно еще и другое, что до 2022 года российский рынок труда был рынком работодателя. То есть бизнес определял, кого, как и почему он возьмет. А теперь мы имеем рынок работника. Когда человек, видя, что он может получить там, в 2-3 раза больше, ну, на том или ином предприятии, он выбирает, куда он пойдет. Потому что предприниматели, они заинтересованы в том, чтобы этот человек пришел к ним. И поэтому условия для, значит, вот этого нового человека, они, как правило, лучше, чем те, которые он имел до сих пор. И проблема с безработицей, она тоже с этим же связана, да? Когда у вас резко растут заработные платы, то у людей появляется стимул к труду. Потому что жить на пособие безработицы, да, даже, я думаю, на европейское, не сказать, что очень большое счастье. Ну вот, теперь вот этот вот рост заработных плат, он привел к росту спроса на потребительский товар. Но здесь проблема. Проблема состоит в том, что, несмотря на вот этот вот бум, производство такого рода товаров в России все-таки ограничено. Невозможно за, как я уже говорил, за 2-3 года построить огромное количество предприятий, ориентированных на потребительский спрос. Значит, начал увеличиваться импорт. И любой дисбаланс спроса и предложения приводит к росту цен. Вот и
за этим ростом зарплат начала двигаться инфляция. Начал возникать рост цен. А как на это реагировать? Ну, с одной стороны, рост инфляции – это плохо. Но с другой стороны, нужно понимать, что если на этот рост цен накладывать избыточные ограничения, то мы, скорее всего, получим проблемы, связанные с тем, что люди, увидев, что кредит дорожает, что, значит, они уже не могут себе позволить, например, ипотеку, купить квартиру или автомобиль, они начинают переходить в сберегательные модели поведения. И вот опасность сберегательной модели поведения в такой экономике, которая быстро растет, состоит в том, что мы можем потерять спрос населения. Кстати, в российской экономике, так же как и в экономике Франции, и этим мы сильно отличаемся, как Китае, например, от других развивающихся стран, у нас 50% валового внутреннего продукта ВВП – это спрос населения. Это важнейший фактор экономической динамики и в России, и в большинстве европейских стран. То есть это вот у нас модель, на самом деле, структурно, модель российской экономики очень похожа на экономику Франции. Вот, потому что пропорции у нас такие вот, больше европейские, чем, значит, вот, Юго-Восточной Азии, там, азиатские. Да, там, несмотря на все различия и в эффективности экономики, и в отраслевой структуре, вот в этом мы очень близки. Поэтому вот еще раз, если говорить о том, насколько плохо то, что у нас цены сейчас высокие, я бы это сравнил, что происходило в Европейском Союзе в 2021 году. Вот если мы вспомним ситуацию 2021 года, то после пандемии, когда закончился экономический кризис, начали расти цены. А что происходило? Ровно то же самое. Предложение не успевало за спросом. Раздача помощи при пандемии, в том числе прежде всего в странах Европейского Союза, привела к, как только локдауны закончились, как только закончились все ограничения, народ начал потреблять. А производители очень медленно восстанавливались после этой ситуации. И, собственно, что делал Европейский центральный банк? Он не понимал ключевую ставку. Он не боролся с инфляцией. Он исходил из того, что рост цен – это механизм абсорбации избыточного предложения ликвидности в период кризиса. На мой взгляд, у нас примерно сейчас такая же ситуация. Да, у нас предложение отстает от спроса, но вот этот высокий инфляционный уровень, он позволяет нам в некоторой степени купировать или абсорбировать вот то избыточное предложение ликвидности, которое было осуществлено в результате антикризисных мер правительства, которые тоже существенно поддерживали экономику. Поэтому я думаю, что постепенно, по мере балансировки спроса и предложения, цены войдут в нормальные ценовые уровни. То есть, я не думаю, что это будет таргет, который у нас 4% инфляции. Думаю, что это будет чуть выше. Но просто бороться с этим через избыточную жесткую денежно-кредитную политику, наверное, не стоит. Well, while we're here for the Kazan summit, the BRICS, I think there is a very important economic move. President Putin said in St. Petersburg a few months ago that there will be a platform for trading currencies, but it won't be any unique currency within the BRICS. Maybe there will be some announcement in Kazan regarding this platform, but we would like to know if you know how this will work, because everybody is wondering, and it looks like it's interesting for many countries because, like a few weeks ago, days ago, Nigeria decided to not to trade his oil production on dollar, but to do it on his own Nigerian currency, like Saudi Arabia. So what will happen in Kazan? Это очень серьезная интрига. Значит, саммита в Казани. Что здесь нужно сказать? Что одним из выстрелов в ногу, я говорил, что это был там целый набор,
и наиболее существенный, наверное, выстрел, который осуществили развитые страны, это была заморозка российских резервов суверенных. Сумма там порядка 300 миллиардов долларов, как мы знаем. Вот. Но к чему это привело? Если такого рода решение может быть принято в отношении пятой экономики мира на тот момент, или четвертой, то кто дает гарантию, что любые торгово-экономические трения, я уж молчу про политические, между любой страной мира и, допустим, Соединенными Штатами или Европейским Союзом не приведут по аналогии к аналогичным к таким же действиям? Заморозки валютных активов. Да? И это фундаментальный сдвиг с точки зрения надежности резервных валют. Они потому и резервные. То считалось, что никто никогда не сможет потрясти их платежеспособность. А сейчас получилось, что доллар, который находится в моем кармане, он стоит, не знаю, допустим, 0. Или который находится в кармане Центрального банка Российской Федерации, 0. Если он находится у Китая, то он уже не единица тоже, а, допустим, 50-60 центов. А если он находится в кармане директора Федеральной резервной системы, то он, наверное, похож на доллар. И это фундаментальный сдвиг. Это фундаментальный сдвиг, и он же не на Россию, прежде всего, влияет, а на те страны, которые имеют активное положительное сальдо во внешней торговле. Самые главные страны, которые, наверное, очень сильно испугались этого, это, прежде всего, страны Ближнего Востока, у которых избыточный поток валюты, и которые, значит, которым, на самом деле, Соединенные Штаты время от времени указывают на то, что они там неправильно себя ведут на рынке нефти. Понятно, что теперь это рычаг. И это Китай с его триллионными резервами. Да? Значит, в этих условиях оказывается, что больше накапливать резервы, но по меньшей мере опасно. И вот еще раз, это не проблема России, или это проблема мировой экономики. Потому что, резервировать-то надо. Без резервов трудно, так сказать, особенно экономика, когда зависит от конъюнктурных шоков. И вот в этих условиях, конечно, запрос на независимую систему расчетов, он естественным образом возрастает. То есть все хотят обезопасить себя и иметь некоторое страхование от возможных геополитических рисков. Потому что никто не знает, кто завтра будет сидеть в кабинете в Белом доме, что у него будет в голове, и каким образом, так сказать, они будут проводить свою торговую экономическую политику. Американцы показали, что они могут здесь вести себя достаточно жестко, даже не, как это сказать, относясь к тому, как это влияет на фундаментальные основы современной рыночной экономики. Вот это риск высокий. И, собственно, поэтому я бы сказал так, что даже не Россия главная тут, наверное, не САД, а вот страны, которые находятся под риском вот этих вот ограничений, которые имеют огромные резервы, номинированные в валютах развитых стран, вот они главные заинтересанты в том, чтобы такая независимая система появилась. Значит, верю ли я в единую валюту БРИКС? В ближайшей перспективе нет. Потому что понятно, что единая валюта – это существенное поступление к принципам суверенитета. Ну, если мы вспомним европейский опыт, да, там IQ сколько лет, десятков, наверное, лет функционировало. Потом очень сложный переход на, значит, единую валюту европейскую. И все страны до сих пор Европейского Союза согласились на то, чтобы войти в систему евро. Проблемы, которые испытывают такие страны, как Греция, да и Франция, на самом деле, и Италия. Вот, и разговоры про то, что, так сказать, евро все-таки это был такой проект, который надо было, в общем, немножко по-другому реализовывать. Но там самый главный аргумент какой звучит? Что это у нас такое за система финансовая? Ну, как бы не мне судить, я как сторонний эксперт говорю, но когда у нас одна денежно-кредитная политика и 27 бюджетных политик, ну, понятно, что балансировать такую систему крайне сложно.
Ну так вот, а что касается единой системы расчетов, я думаю, что она очень в скором времени заработает. Главный вопрос такой, на основе чего? На мой взгляд, это цифровые валюты Центрального банка. Самый вероятный вариант, но тут тоже есть риски. Потому что если цифровые валюты будут имитировать центральными банками, то начинает снижаться роль традиционных коммерческих банков. А это другая экономика. И как она будет выглядеть и с точки зрения кредитования, и с точки зрения других финансовых услуг, ну, в общем, на самом деле, пока никто не знает. Но, еще раз, вот те риски, про которые я говорил в самом начале, то есть риски отказа или заморозки части валютных резервов, риски ненадежности вложений в валюту развитых стран, они все равно будут естественным образом двигать эту историю. Ну а кроме того, вся мировая экономика, она же все-таки фрагментируется, мы это видим. От глобализации мы переходим к стадии регионализации мировой экономики, создание там, ну, допустим, 2 центров силы, возможно, 3, третий, имеется в виду глобальный юг, Индия, ну, это страна в мир. Собственно, понятно, что им нужен собственный контур финансово-экономической деятельности, независимый, опять же, от решений, опять же, Федерального резерва. Потому что все время находиться под риском всевозможных ограничений, которые могут накладываться по самым разным способам. То есть, если вот посмотреть на то, как количество санкций выросло за последние 20 лет, то это экспоненты, это огромный рост. Санкции становятся одним из элементов нетарифного регулирования в торговле. Мы все, так сказать, знаем, понимаем, на что они вводятся, но действуют они ровно так. Они ограничивают торговлю одних стран с другими, ограничивают экономический потенциал одних стран и дают преференции другим странам. Вот на самом деле вот от этого, конечно, все хотят иметь некоторую защиту. Или альтернативы, которые не позволят там в любой конфигурации вот этой нарастающей конфликтности, которая я говорю, связана, ну, просто с естественным ключом. С этом мощи развивающихся стран. Никогда оказаться в счетном положении. Regarding what you said, how do you see directions of the Western countries and especially the United States? Because, of course, this is completely cutting their main purpose to be the hegemonic country in the world, or at least in the economy. And somehow, for them, for the neoconservative people that are still running the White House, this is not acceptable. So, what do you expect as a reaction, not only sanctioned, maybe something else in the future? Если вообще говорить про Соединенные Штаты, я уже вот упоминал то, что, на мой взгляд, у них позиция гораздо лучше, чем у ряда других развитых стран. На чем это базируется? Это не просто какие-то, по моему заключению. Главное состоит в том, что Соединенные Штаты контролируют подавляющее число наиболее эффективных технологий в различных областях промышленности, экономики и т.д. И вот эта технологическая рента, которая собирается Соединенными Штатами, она позволяет экономике этой страны, несмотря на все экономические проблемы, оставаться вот на плаву, как говорится. Да? И в этой связи, кто бы ни пришел к власти в результате выборов ноябрьских в Соединенных Штатах, развилка там очень простая. Значит, в чем реальная проблема американской экономики? Реальная проблема американской экономики состоит в том, что они стали, к сожалению, воспроизводить очень малое количество рабочих мест с примерным уровнем оплаты труда. То есть вот тот самый знаменитый middle class, то есть средний класс Америки, который всегда был двигателем экономики этой страны, он начинает очень серьезно сжиматься. Потому что рабочие места вынесены в либо Восточную Азию, какие-то другие страны. И недостаток этих рабочих мест влияет на доходоусиление прямым образом. То есть мы делали там оценки такие, но это и не только мы, и специалисты. Видно, что как раз средний класс, его доходы
за последние 2 десятилетия практически не выросли. А американская экономика при этом существенно выросла. И, если позицию посмотреть республиканцев, да, то что нужно делать? Нужно make America great again. Да? То есть вернуть производство обратно и либо развить новое производство, таким образом увеличить количество рабочих мест. То есть понятная политика реиндустриализации, будем мы так называть. Что говорят демократы? Демократы, понятно, как они демократы же, да? У них больше социальная повестка. Говорят, давайте мы просто возьмем, да и повысим уровень корпоративного налогообложения. Я существенно упрощаю ситуацию, но она такова. То есть, исходя из той ситуации, которая есть 2 решения. Либо мы делаем более сложную экономику американскую, либо мы увеличиваем объем социальной поддержки. Но увеличение объема социальной поддержки, на мой взгляд, это все-таки такой путь к постепенному коммунизму. То есть, безусловный базовый доход. Сейчас уже на самом деле 15% американского ВВП перераспределяется в пользу наименее обеспеченных домашних хозяйств. Но нужно довести до 30%. На самом деле экономическая эффективность транснациональных корпораций американских при увеличении налогообложения позволяет это сделать. Но это же будет уже не Америка. Что это значит, если большая часть населения будет, в общем, жить по социальной пособию? Хорошая, качественная, технологически развитая страна, которая воспроизводит, большое количество технологических знаний, но фактически, где большая часть населения или значительная часть населения не вовлечена в эту активную деятельность. И это вызов на самом деле, через который постепенно придется пройти всем, в том числе и Европейскому Союзу. И что здесь делать и как правильно себя вести, большой вопрос. Я, честно говоря, окончательного ответа на него не имею. Да, мне, конечно, более привлекательная история про индустриализацию американской экономики. И на самом деле это перенос производства из Европейского Союза и движение в эту сторону, безусловно. Как бы это ни было прискорбно для европейцев. Но может быть так, что и второй вариант в свете и выборов, и вообще, того, куда будет двигаться американское общество, он станет тоже достаточно востребованным. И тогда мы получим ситуацию, я не знаю, такой социализации, то есть не демократизации, а социализации американского общества, американской экономики. Но это такая будет новая жизнь США. Да? Надо подумать даже, конечно, что это будет означать. Пока я этого пока не понимаю. И, может быть, последний вопрос. Чего вы боитесь по поводу русской экономики и будущей России? У нас традиционное главное опасение состоит в том, что все-таки по уровню экономической эффективности Россия отстает от развитых стран и, может быть, даже отчасти развивающихся экономик. И если это технологическое отставание преодолено не будет, то, конечно, мы можем столкнуться с ситуацией снижения потенциала роста нашей экономики. А что значит снижение потенциала роста? Мы уже оговаривали, это невозможность обеспечения социальных обязательств, это бюджетное ограничение и, в конце концов, потери конкурентоспособности мировой экономики. То есть мы видим, что эта фрагментация, которая происходит, создание новых центров силы, Россия имеет возможность, конечно, при этой конфигурации мировой экономики каким-то образом более эффективно строить систему распределения труда. Если мы говорим, что сейчас мир очень сильно зависит от наших сырья и материалов, то мы хотим, конечно, иметь более высокие переделы. Но если у нас не будет собственных технологических заделов, то это сделать будет очень трудно. Да, конечно, Россия лидирует в атомных технологиях. У нас серьезные заделы в космосе, в авиации, в материалах. Но этого недостаточно. Должен иметь более широкий спектр технологий, которые позволят нам изменить, прежде всего, технологический каркас или технологическую основу нашей экономики. Если это будет сделано, то тогда мы можем иметь устойчивый темп экономического роста по уровню тот процент, о котором я говорил. Но если этого сделать не удастся, то это, конечно, будет довольно серьезной проблемой для достижения тех целей, которые и общество российское, то есть повышение качества жизни, уровня жизни населения, увеличение продолжительности жизни, в общем, те задачи, которые мы перед собой ставим.
Ну, и я уже молчу про, так сказать, то, как мы будем смотреться в этой мировой экономике, где вот лидеры, они продолжают наращивать темп роста и продолжают довольно эффективно развиваться. Ну, господин Чиров, спасибо большое за ваши ответы, и что вы нас приняли здесь. Было очень интересно. Надеюсь, да. Да, очень хорошо.